Всем привет, это Михаил Веган. Сегодня будет праздничный выпуск. Во-первых, мы приготовим очень вкусное, красивое печенье, традиционное. Оно называется линдзер или по-другому еще спинцбобен. Во-вторых, я вам покажу, что находится в этом замечательном боксе. Это мой подарочный бокс от компании Цоик. Компания основана очень давно, как видите, в 1890 году, с многолетней историей, традицией. И эта компания производит просто невероятно вкусные конфитюры. В этой коробке находится все самое теплое и уютное. Вот такая красивая подарочная худи. Чао! А также конфитюры, как и классические, так и с новой линейкой, без добавления сахара. Компания родом из Италии, где они разбили собственные сады, выращивают фрукты, ягоды, готовят просто нереальную продукцию, которая знаменита на весь мир. Это очень вкусные конфитюры, которые теперь также доступны в России. Сейчас мы с ними приготовим традиционное вкусное печенье. Это надо снять, чтобы не заморать. Ингредиенты. Нам потребуется 300 грамм пшеничной муки, 50 грамм миндальной муки, да, это миндаль, который я позднее превращу в муку, 175 грамм холодного растительного маргарина, 80 граммов сахара, немного цедры лимона. Приготовим миндальную муку. Миндаль я промыл, просушил, в духовке также просто немножко прогрел. Пересыпаем в блендер и измельчаем до состояния муки. Ароматную миндальную муку пересыпаем пшеничной. Сюда же добавляем сахар. Возьмем нож и холодный растительный маргарин нарежем на кусочки для удобства. Сразу немного перемешаю все сухие ингредиенты. И добавляем маргарин. Еще добавим немного лимонной цедры. Какой запах, а? Цитрусовый, вкусный. Теперь руками замешиваем тесто, разминая маргарин. На самом деле тесто замешивается очень легко, оно мягкое, податливое и безумно вкусно пахнет. Прям очень ароматно. Но для большей его податливости, для того, чтобы с ним было удобнее и комфортнее работать, добавим еще 3 столовые ложки жидкости. У меня это овсяное, не молоко. Немножко, буквально совсем чуть-чуть. Видишь, тесто становится еще мягче, еще более податливое. И с ним гораздо приятнее становится работать. Из специй часто добавляют в такое тесто ваниль, иногда добавляют корицу. Но как только я добавил сюда цедру и почувствовал этот шикарный запах, мне не захотелось его перебивать мощным, стойким ароматом корицы. Поэтому попробуйте приготовить, как вам больше нравится. Здесь вот с цитрусом просто, нереально вкусно пахнет. Сейчас это тесто нам необходимо убрать в холодильник на час. Да, можете посмотреть, какая красивая текстура, какой цвет, из-за того, что мука миндальная здесь собственного приготовления, из неочищенного миндаля, получается такая красивая текстура. И опять же, аромат очень вкусный. Спустя час наше тесто готово. Вот. И печеньки готовятся из 2 половинок. Поэтому мы разделим тесто на 2 части. Раскатаем каждый из них примерно толщиной 0,3 см, как 3 мм. Да, такая вот толщина будет у печенька. Наиболее распространенная форма печенья круглая, но бывают также звездочки. У меня сегодня будет листок клевера, бабочка, и собственно звездочка. Различные формы, это не принципиально, мне кажется, чем больше, чем они интереснее, тем лучше. Самое главное, чтобы они были с очень вкусной, сочной начинкой. Вырезаем теперь с помощью вот таких формочек фигурки в тесте. Самое главное делать это парно, потому что печенье
делается из двух частей. Теперь у каждой половинки сделаем отверстие, в которое потом будет помещаться наша начинка. Теперь заготовки перекладываем на противень, где будет выпекаться. А на пергаментную бумагу, для того, чтобы ничего не пригорело. У меня еще много теста. Пока это отправим выпекаться. Температура выпекания 180 градусов. Время выпекания 15-20 минут. Традиционный вариант круглый, делать и проще, и быстрее, и приятнее. Поэтому его сделал я больше. Те так, на пробу. Пока наше печенье в духовке, я предлагаю попробовать наш основной ингредиент. Это у меня лампони. Я это слово теперь обожаю. Малинка. Очень сочная. Ароматная. Настоящая малинка. Дальше. Вот этот хлопок при открывании означает, что крышка была закрыта герметично. И весь продукт в целости. А вкусно. Просто шикарно вкусно. Дальше. Лесные ягоды. Сейчас попробую разобраться. Клубника, малина, ежевика, черника, смородина. Смородина, у нее очень яркий вкус, и она прям по аромату меньше выделяется, но по вкусу да. Кайф. Попробуем узнать, так ли сладок в сравнении с этими конфитюрами. Конфитюр без сахара. Сладости гораздо меньше, но при этом приятная кислинка, клубника и земляника. Как будто законсервировали просто свежие ягоды и легкая сладость. А я это так съем вообще всю банку. Ах, как горячо! Вот и готовы наши заготовки. Пора их превратить в печенье. Здесь вас ждет увлекательный процесс поиска двух идеальных половинок, примерно одинаковых. Можете подобрать. И после этого добавляем конфитюр цуэк. Возьмем нижнюю часть. Аккуратно, в небольшом количестве добавляем конфитюр. Прикладываем вторую. И сюда, в это небольшое отверстие, добавляем побольше сочного малинового конфитюра. Получается наверняка знакомые вам всем печенье. В этом прелесть домашнего печенья. Вы его делаете сами. Вот у меня оно чуть кривенькое, чуть такое, может, подгоревшее, но оно при этом приятное, теплое. Все равно праздничное. Заслуживает, чтобы получить прослойку, допустим, конфитюра из ежевики. И эта бабочка обрела свой истинный смысл. Радовать того, кто ее съест. Например, меня. Или вас. Молодец, бабочка. Вот так. Та-да! Я ее так.
Печенье теплое. Когда оно остынет, конфитюр склеит две половинки между собой, оно будет хрустящее, оно будет с сочной фруктово-ягодной начинкой, но для большего такого антуража, эффекта добавим сладкого снега, это сахарная пудра, немножко посыпем. Красивая, вкусная домашняя печенька. Все эти рождественские предновогодние рецепты обычно гвоздику, корицу добавляют. Я рад, что курицу не добавил сюда. Получилось очень вкусное печенье с цитрусовым ароматом, при этом с ягодно-фруктовым вкусом. Но это просто нереально сладко, вкусно. И при этом без ярких, я бы сказал, без слишком вульгарно корица и гвоздика повсюду. Оно уже приелось. Это мягкие, вкусные, свежие ароматы. Прям одно удовольствие. С молочком. Идеально. В Европе принято такое печенье дарить друг другу на праздники. Вы сами можете придумать красивую упаковку, испечь много печенья с разными вкусами. Я думаю, с баночкой такого конфитюра подарить близкому человеку приятный, вкусный подарок. Это будет выше всякой похвалы. Особенно для того, которого уже нечем удивить. Я вам очень рекомендую попробовать. И в описании к видео оставлю все необходимые ссылки. Спасибо, что смотрели. Поддержите это видео комментарием, лайками или репостами. Всех с наступающими праздниками. Я уже заговариваюсь. Всем новых встреч. Пока.